Давайте с самого начала. В Steam, в частности, нашей юрисдикции, в Garry's Mod на портале сообщества существует такая вкладка, как «Руководство». Эту вкладку придумали Valve для того, чтобы люди могли, во-первых, найти с помощью поиска необходимый гайд для прохождения или понимания какого-то момента из игры, во-вторых, для повышения компетентности игроков в вопросах, связанных с игрой. Для этого пункта создан топ руководств за последнюю неделю, где будут выводиться самые популярные руководства. Вроде то и несколько лет система отлично работала. Вы могли найти интересующий вас гайд, также подметить другие гайды из топа, которые вы не искали, но они вам помогли и решили проблему, которую вы считали непобедимой. Если вы заходили во вкладку руководств несколько лет назад, то можете подумать, что там все так радужно и осталось. А если вы игрок, который начал играть в Garry's Mod в середине 10-х годов, то могли даже активно пользоваться этой вкладкой. Например, я думаю, что все игроки с того времени читали руководство по достижениям. По крайней мере, вы должны были такие видеть. На момент 2021 года, конечно же, не все так хорошо. Вкладка руководств представляет из себя кучу нарушений правил, которые парализуют нормальный оборот знаний во вкладке. Такая же проблема наблюдается в куче других игр в сообществе, но буду говорить по делу, мы рассматриваем только Garry's Mod. Да и в Garry's Mod существуют правила, которые должны регулировать создание этих самых руководств. Правила довольно-таки скромные и справедливые, и их всего-то 5. Первое правило говорит о правильности тега на ваше руководство. Второе говорит о действительности вашего руководства, чтобы язык мог повернуться назвать его руководством. Третье говорит о том, что в руководстве должен быть затронут Garry's Mod или Source Engine. Четвертое правило запрещает публиковать руководство по приколу. И пятое запрещает разглашать секретную фразу. Пятое правило само по себе суперски сомнительное, потому что даже авторитетные разработчики руководства успели его нарушить. Могу только сказать, что при попытке обвинения по этому правилу желательно идти на мировую с автором руководства и попросить убрать секретную фразу из текста. Остальные же правила интуитивно понятные для любого автора. Совсем недавно у меня в сообществе был пост о том, что в руководствах беспорядок. Давайте слушаться правил. Увидев этот пост, некоторые личности начали яро отстаивать нужду жить на свалке из руководств сомнительного качества. Они предоставляли аргументы, все они перед нами, и мы можем их рассмотреть и отвечать на них. Если за вашу деятельность по оформлению жалоб на нарушение правил будут такое говорить, то вы будете знать, что отвечать. Аргумент. Ты не можешь на ходу придумывать правила для того, чтобы банить неугодные тебе руководства. Ответ. Действительно, никто не может на ходу придумывать правила. Я ссылаюсь на статью о правилах, описанных в вики Garry's Mod, которые существуют там уже несколько лет. То, что я придумываю правила на пустом месте, это простое вранье. Кто может менять правила, то это Рубат, который подредактировал их 23 февраля для правильного понимания ситуации. Но ничего с нуля не запрещал. Аргумент. Кто ты такой, чтобы банить чужие руководства? Ответ. Я пользователь, который прочитал правила, которые были написаны представителем компании, которая владеет этой игрой. Если вам не нравятся правила, то это ваши проблемы, не мои. Я просто представляю интересы разработчиков. Тут бы я хотел задать встречный вопрос. Кто вы такие, чтобы нарушать правила? Аргумент. Ты получил модератора и теперь поехал головой от власти. Ответ. Я, к сожалению, не являюсь модератором. Я всего-то человек, который ведет обвинения против публикаций, но последнее слово не за мной. Но даже если бы я стал модератором в сообществе, то я бы не стал блокировать те публикации, которые мне не нравятся. Всегда нужно ссылаться на правила. Аргумент. На эти правила все равно никто не смотрит. Можно и тебе закрыть глаза. Ответ. Из-за того, что на них никто не смотрит, мы имеем плачевную ситуацию с нашей вкладкой. Сейчас на эти правила посмотрят как нужно, и все будет работать. Аргумент. У нас больше нет мест, где мы можем публиковать свой контент сомнительного качества. Ответ. Есть обсуждения, в которых вы можете поднимать интересующие вас темы, даже если они сомнительные. Можете также сделать видео и загрузить его, как ни странно, во вкладку видео. Еще есть иллюстрации, но там вас прибьет контент получше от постермейкеров. В любом случае, руководство — это место для руководств, а не для шитпостинга. Если вы проявляете желание не публиковать свой контент в этих вкладках, то, пожалуйста, ничего не публикуйте. Steam не подходит для вашего контента, идите на какие-то другие форумы. Аргумент. Чистка руководств займет так много времени, что даже нет смысла этим заниматься. Ответ. Это мое время, я сам решаю, как его потратить. Если организовать нормальную чистку, а не бегать от первой к другой и снова к первой странице, то можно за несколько дней навести полностью порядок. Ну или, по крайней мере, сделать таким образом, чтобы публикации сомнительного качества не проходили в топ руководств за последнюю неделю. Аргумент. Зачем запрещать юмор? Если люди хотят шутить, то нужно дать им такую возможность. Ответ. Шутить вы можете сколько угодно. Главное, чтобы руководство представляло из себя руководство по игре. Вот один пользователь сделал комикс, но при этом объяснял в нем устройство большого аддона по Garry's Mod. Он в своей знакомой среде, но при этом не нарушает правила. Такую часть я бы еще мог сделать для юридического ада в правилах публикации мастерской, но думаю, раз уж уже результативность кейсов обвинения такая маленькая, то нужно ее учитывать. У вас мог появиться закономерный вопрос. Сколько процентов случаев по обвинению руководства у меня прошло успешной блокировкой? Первый репорт, который уже проверил Рубат, имеет 11 обвинений. 6 из которых не были приняты. Похоже, в правилах руководства еще есть какие-то подводные камни, которые я попытаюсь прощупать и понять, почему некоторые руководства все-таки не могут быть забанены. А может, Рубат их тупо оставил на потом. Кто знает.
Если что, когда я обвинял публикации в мастерской, а не в руководствах, то там более 90% кейсов проходили успешной блокировкой. Также у меня появились нормальные разъяснения, почему же с модерацией любых публикаций в Гаррисмод так туго. Написавший очередной раз Рубату письмо, он ответил то, что у него не хватает времени оперативно модерировать все разделы, поэтому он обращает внимание только на явные нарушения, которые не могут и мгновения находиться в публичном доступе. К таким нарушениям относятся публикации нарушений авторского права, пользователей и компаний по типу Valve. Задавший еще один вопрос, почему Рубат не может поставить больше модераторов, чтобы они следили за публикациями, ему экономим время, он мне ничего не ответил. Честно говоря, Спар, модератор Discord сервера Гаррисмода, мог бы подойти на эту кандидатуру. Он неохотнее отвечает, и я с радостью завалил бы его репортами. Если уже может модерировать Discord сервер, то почему бы ему и все сообщество не модерировать? Так, какое положение дел мы сейчас имеем с реализацией плана по очистке публикаций от нарушений в сообществе и в частности в руководствах? Говоря простыми словами, оно уже не очень-то и плохое. Сделав же один репорт, уже можно заметить, как топ-руководство заполонили нормальные публикации. Это говорит о том, что частично ситуацию можно держать под контролем, но полная чистка и полное восстановление правил заработает лишь тогда, когда в рядах модераторов появятся новые лица, что я и буду просить у Рубата, когда будет появляться такая возможность. Если ваша публикация прямо в этот момент нарушает какое-то правило, то я вам порекомендую переделать ее так, чтобы там было все по правилам. Я лично могу вам помочь в этом вопросе и на будущее сохранить ее в публичном доступе со всеми наградами и статистикой, которая там была ранее. Если статистика там не очень, то можете даже не переживать, что ее заблокируют. Разве вы что-то теряете? Еще раз, я бы хотел призвать всех слушаться правил. Они созданы для того, чтобы всем было лучше. Если вы с ними не согласны, то попытайтесь разъяснить, почему не нужны отдельные пункты в какой-то работе и пропагандируйте эту идею. Но не нужно просто закрывать на них глаза и нарушать, надеясь на то, что вас правила не касаются. Справедливость рано или поздно, в любом случае, должна восторжествовать. У аппарата звукозаписи был Эрик Максимец, Duralex, Sadlex.